Всем привет, с вами канал Mobile XL, и сегодня я буду представлять вам обзор велосипеда Energy, точнее говоря, велосипеда Stern, модель Energy 2.0, как вы видите. Этот велосипед был куплен владельцем за 18 500 рублей, но сейчас он сильно подешевел, и сейчас он стоит 12 800 рублей, то есть целых $200. Stern у нас принадлежит спортмастеру, и это давно не секрет. Второй дубль. Начинаем. Всем привет! С вами канал Click Pro. И как вы заметили, мой коллега уже сообщил в предыдущей части нашего выпуска, что данная стоимость велосипеда составляет порядка 18 000 рублей. Буду ошибаться, так скажем, точные цифры будут указаны. И то, что данный бренд велосипеда уже напрямую принадлежит компании Stern. Так ли это? Ну, скорее всего, наверное, все-таки активы и в целом бренд уже не такой требовательный в плане какого-то хардтейла, спорта и продвижения какого-либо. Ну так ладно, поехали. О предыстории, как я его купил. Ну, на самом деле, все, наверное, здесь довольно-таки банально. В плане, наверное, подхода, как я его купил. Допустим, в далеком еще 2015 году я загорелся желанием покупки нового велосипеда. Я сравнивал, наверное, все-таки между велосипедами марк, сейчас скажу каких, Stern Energy 1.0, Stern Energy 2.0, хотя на самом деле между этими двумя моделями особо разницы нету. Ну, наверное, по качеству комплектующих, и между велосипедом GT. Я не помню, какая определенная марка, ну так вот. Что хочу сказать по поводу этого велосипеда. Да, впервые в 2016 уже году я увидел обзор, не обзор, так скажем, а рекламу Stern. Да, где чувак на таком похожем шантбайкере заезжал по горной местности, где-то там, не знаю, в пустыне, и прям трэшовый. Я хочу сказать то, что такая вилка, как у меня, она бы не выдержала натиск, и в целом алюминиевая она тем более, да. Этот велосипед можно охарактеризовать его как ашан-байк. Я бы не сказал, что он прям какой-то заезженный и очень нудный. За свою цену это очень даже круто. Дальше, поехали по плюсам. Первое – это доступность, а именно цена. Второе – это алюминиевая рама, которая, так скажем, по словам производителей, имеет, так скажем, поглощающие, так скажем, силовые какие-то давления, допустим, при наезде на какие-либо неровные участки, но на самом деле вибрацию отдает рама, ну уж очень сильно, как будто бы, знаете, стиральная машина прям трясется, и это на самом деле не очень кайфово, особенно на такой дубовой сидушке. Моей попке уже как 2 года на самом деле больно. Да, я пытался поменять седло, но это, конечно, ни с чем хорошим не закончилось. Дальше. Бренд не самый известный, но все равно топ. Дальше. Наличие комплектаций, крылья, бутылки и все, походу, да. И наличие разъема для багажника. Это тоже плюс немаловажный, особенно для дачников, для дачных велосипедистов, велодеров, которые все-таки любят такую тему, как багажник. Вот здесь вот находится резьба и болтики под багажник. Так таково, это классно. В общем, это все. Пожалуй, я начну свой рассказ с колес. Колеса здесь 26 дюймов. У них протектор, скорее всего, городской, нежели чем для сельской местности. Обод здесь двойной, и он алюминиевый. И это, кстати говоря, хорошо, это нормально. И сейчас вы можете смотреть, какой износ у этих покрышек, и у них довольно-таки неплохой износ, я бы сказал. Это такой нормальный износ.
Вилка здесь имеет ход 80 мм. Для города это просто отличный вариант. А для пересеченной местности это просто нормальный вариант. И, кстати говоря, зимой она не дубеет. И это хорошо. Она примерно вот так вот входит. Вот так. Можно попрыгать. В общем, эта вилка нормальная. Мне она нравится. Руль здесь сделан из простого железа. Монетки здесь Shimano Tourney ST EF41 и EZ Fire. Простые монетки начального уровня. Монетки здесь триггерные. И все. Тормоза здесь дисковые, механические. Они здесь немножко скрипят, но и они, кстати говоря, требуют тонкой настройки. То есть здесь, в принципе, легко накосячить, и чтобы нормально настроить, лучше зайдите на YouTube и изучите это все. Вам будет на пользу, по крайней мере. Рама здесь стоит алюминиевая, ростовка у этой рамы 18-я. Она выдерживает вес до 110 кг. Также у этой рамы имеется крепление, специальное отверстие для того, чтобы закрепить ваш велосипедный багажник. Также есть крепление в районе переключателя, чтобы защиту прикрепить на это место. В общем, рама, в принципе, хорошая. Также здесь используются различные технологии. Можете посмотреть на своем экране. Я обставлю картиночки. Также здесь используется так называемый баттинг. Передний переключ здесь стоит Shimano Tourney FD-TY300, а задний переключ стоит Shimano Tourney RD-TY300. Всего 21 скорость. И теперь я буду рассказывать вам про минусы этого велосипеда. И первый минус, который я заметил, это дешевые компоненты. Здесь оснастка дешевая, стоит самое начальное переключатели уровня Tourney. Это для начинающих велосипедистов. Но в принципе, если вы катаете по городу, это в принципе норм. Время от времени, там раз в 2 года примерно, вы будете настраивать их, скорее всего. А если катаете каждый день, то вы их будете настраивать 1 раз в год. Каждый год 1 раз будете их настраивать. Второй минус, то что тормоза здесь, они обычные дисковые, механические. Тормозят они, в принципе, хорошо. К качеству торможения претензий нет. Но их настраивать бывает сложно, и они ноунеймовые, то есть неизвестно, какой это производитель, Китай или Tektro, или фиг его знает. В общем, тормоза здесь требуют реально тонкой настройки. Также третий минус, это скорее памятка, чем минус. То, что спустя некоторое время данный велосипед подвергался ремонту каретки. То есть спустя некоторое время после покупки, где-то примерно месяцев 3-4, точно не знаю, но примерно такой промежуток, начался небольшой стук у каретки, у кареточного узла. И это не есть хорошо. В общем, сдали в ремонт, каретку починили, и все стало, в принципе, нормально. Но проблема есть. Проблема была, и она может быть на всех велосипедах, либо это какие-то особенности эксплуатации. В общем, хрен его знает. Но, надеюсь, больше она ломаться не будет. Также хочу перейти к следующему минусу. Это по счету у нас 4-й, если я не ошибаюсь. Это у нас педали простые, пластиковые. То есть они здесь могут ломаться, эти педали. Лучше всего их заменить на железные педали. Железные такие топталки. Или в идеальном случае просто еще заменить на контакты. Но это вообще мажорский вариант, я бы сказал. Следующий минус, он касается вот этой подножки. Она, в принципе, неплохая, но
у нее ножка довольно низкая. Возможно, ее можно подрегулировать, но она здесь не очень удобная. Она вот так вот складывается у нас. И, кстати говоря, можно, когда подножка уже опущена, можно крутить педали. Вот так. Так можно крутить педали, и это, в принципе, неплохая такая фича. Мне, например, нравится такое. Так что не так уж и плохо. Следующий минус у нас состоит в том, что вот эти вот грипсы, они самые простенькие. Они, в принципе, не прокручиваются. Но они вот так вот стираются. Вот видите. То есть грипсы здесь не самого лучшего качества. Вот здесь стерлось. Здесь можно это заметить. Так что грипсы тоже можно поменять. Теперь, наконец, пришло сказать про вывод этот велосипед. Этот велосипед сейчас можно купить за 12 800 рублей, и это считается дешевая цена для этого велосипеда. И за такую цену, за сегодняшнюю цену, это, в принципе, нормальный велосипед. На нем можно кататься, но если вы какой-то притязательный велосипедист, то вам этого велосипеда может показаться мало. Здесь неплохая вилка, здесь начальные переключатели, здесь такое седло жесткое, которое на кочках будет не очень приятно кататься на таком седле. Вот, например, я поменял свое на пружинистое. Оно хоть и широкое стало, примерно вот настолько. Но, в общем, седло у меня нормальное. Также хочу отметить то, что здесь неплохие монетки. Они, конечно, простенькие, но нормальные. Для кого этот велосипед? Я бы сказал то, что этот велосипед для какому-нибудь ребенку можно купить, можно рекомендовать ребенку. Профессионалу нельзя рекомендовать. Так, профессионалу нельзя. И, в общем-то, нормальный велосипед. Прям особых, как-то выраженных минусов я не заметил. Там, скорее, эти минусы, они субъективные, на мой взгляд. Так вот, такой велосипед, можно, в принципе, его покупать. Это реально неплохой вариант. Если вы его рассматриваете, то даже купив его, вы в основном не пожалеете. Если вы тот человек, который не очень сильно разбирается в велосипедах. Если вы, это не я. Я-то хорошо разбираюсь в велосипедах. Так что вот все, это конец. Всем удачи, всем счастья и всем пока. Пока-пока. We good?